Как, по-вашему, вот эти митинги, марши несогласных, которые каждый раз проводятся, ну, в последнее время, там, 31 числа, они будут все так же подавляться или будут более жестко подавляться, или все-таки к чему-то это приведет и вот какую-то стену они проломят? Знаете, ну, во-первых, конечно, никакого духа Конституции несогласные не нарушают. В Конституции не прописан запрет выходить на Триумфальную площадь, как мы знаем. И почему они не могут туда выходить, мне, например, абсолютно непонятно. Московские власти взяли вот за основу тактику подавления жесткого разгона. Там вот в регионах это проходит там в более мягкой форме, люди действительно выходят, хотя мы видели, как в Иркутске к митингу против Дерипасковского ЦБК подогнали вообще бронетехнику с боевыми пулеметами, на случай чего. Я думаю, что власть видит, какая волна идет по стране. И этой волны власть, конечно, боится. Я думаю, что она будет по-прежнему запрещать все эти выступления 31 числа каждого месяца, потому что как только они это разрешат, а не дай бог на улице Москвы выйдет там не 2, а 5, а потом 10 тысяч. Когда 10 тысяч там выйдет на улицу, это будет уже реальная сила, с которой там никакой ОМОН против 10 тысяч сделать уже ничего не может. Есть там понятие критической массы, когда ни один ОМОН не пойдет на 10 тысяч человек. Поэтому я думаю, что... Так может накопится когда-нибудь вот эта критическая масса? Так, а она, очевидно, накапливается. Но вот сколько мы говорили о том, что у нас терпеливый народ, который будет ждать, ждать, ждать и сидеть, сидеть, сидеть. И эта волна идет по стране. И вот ближайшие митинги будут 20 марта. Уже будет тепло. Тот же Калининград, там всего около 20 регионов, по-моему. Давайте посмотрим, сколько в общей совокупности выйдет людей на улицу. Я думаю, их будет очень много. А есть у вас какие-то свои требования, с которыми вы пойдете на этот митинг, внутренние, как у человека, как у журналиста? Вы знаете, я все-таки журналист, а не политик, поэтому я стараюсь не выдвигать никаких лозунгов. У меня есть вполне мои конкретные там личностные претензии к этой власти. Они касаются там и проблем свободы слова в нашей стране. И я думаю, что вы знаете о том, что там нашу коллегу, например, по журналу Наташу Морави еще 2 года назад из страны вызвали усилиями ФСБ РФ. И ее возвращение мы безуспешно все эти 2 года добиваемся. Мы написали в конце прошлого года о гибели, фактически убийстве в СИЗО «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского. Отправили по итогам публикации запрос в СК МВД, в антикоррупционный совет при президенте в главе с господином Нарышкиным. Прошло 2 месяца, никто ничего, никакого ответа, ни привета, проводилась проверка, не проводилась проверка. Там люди под своими именами заявляют о конкретных уголовных преступлениях, совершенных конкретными должностными лицами в СК МВД. Фамилии названы. Вот чего бы вам казалось еще надо? Журналисты вам сами не умеете работать, но почитайте, вот журналисты вам рассказали. Поэтому у меня, я не выдвигаю никаких политических требований и претензий. У меня они исключительно профессиональные, вот как у журналиста, который видит, что наша система работает, мягко говоря, неадекватно реальности. Ну, вам же повезло, вы работаете, в общем-то, в свободном издании. А мне очень бы хотелось, чтобы таких изданий было больше, потому что чем острее была бы конкуренция, чем она больше была бы, тем бы нам бы приходилось лучше работать, чтобы читатели от нас не уходили. Вот, возвращаясь к ОМОНу и к милиции, в общем-то, эта тема сейчас, она становится такой каждодневной, превращается в такую, может быть, рутину. Интерес появился после трагедии, которая случилась в супермаркете «Остров» усилиями господина Евсюкова, сейчас уже отправленного на пожизненное заключение. Вот уже скоро год этой трагедии, интерес не спадает. Вот после нее, на мой взгляд, была перейдена та точка невозврата, когда вот необходимость этой реформы стала очевидна уже, ну вот абсолютно всем. Ну вот не знаю, разве что там вот командиром московского ОМОНа она еще не очевидна, а так она очевидна уже там самой последней дворняжки в стране. Потому что каждый из нас, выходя ежедневно на улицу, понимает, что его могут убить, его могут ограбить, его могут остановить непонятно за что, запереть в кутузку вот эти люди в сером. Мы видим этих людей в сером каждый день, стараемся перейти на другую сторону дороги, чтобы только с ними не пересечься, обеспечить нам безопасность. Это главная и по большому счету единственная функция государства, за что мы ему налоги, собственно, платим. Все остальное можно купить. Но ни один самый богатый человек в мире не может купить себе безопасность от войны, от этих налоговиков вечных, от этих милиционеров на улицах, от беспредела.
Поэтому это касается каждого. Продолжая тему того, как падает или наоборот растет общественный интерес к какой-либо проблеме. Вот если говорить о процессе Ходорковского-Лебедева, сейчас очень много людей, которые за этим процессом следят. Как вы считаете, можно как-то этот интерес поднять? Чем его можно поднять и нужно ли это делать? Вы знаете, интерес, конечно, нужно поднимать. Я думаю, что все думающие люди в нашей стране за этим процессом так или иначе все равно следят. И учитывая, как гособвинение замыливает, опять еще какие-то реальные проблемы, и все это подает в каком-то абсолютно несусветном виде, там, что, не знаю, поймет ли судья Данилкин, о чем говорит господин Лахтин. Я, например, когда читаю его выступление, не всегда далеко понимаю, о чем вообще этот человек говорит, и на каком языке он говорит. Очень тяжело действительно следить так постоянно акцентировать на этом внимание. Но я думаю, что все равно этот процесс никуда не уйдет, и все равно все за ним, конечно, будут следить. И чем ближе к вынесению приговора, тем больше будет интерес к нему. Спасибо вам большое за это интервью. Я напомню, что в гостях у нас был Илья Барабанов, редактор отдела политики журнала New Times. Программу провела Ксения Туркова. Это была программа «Территория гласности». До встречи.